Всем привет! Ну, вы меня знаете как сумасшедший психопат. Но я хочу вам чуть про себя рассказать. В общем, меня зовут Илья, кстати. Мне 40 лет, и вы знаете, что я вырос в Америке. Что переехал в Россию где-то 6 лет назад. Я здесь преподавал в бизнес-школе. Очень знаменитая бизнес-школа и технический институт, кстати. Я до сих пор занимаюсь репетиторством английского языка и редакцией делаю для телевидения и так далее. Я сюда приехал где-то 6 лет назад. Мне сильно нравится, просто замечательно, очень отлично. Уровень жизни вообще высокий. Я здесь по налогам плачу там 6% за ИП. В Америке я 40% где-то платил, это вообще бешеные деньги. И здесь вот за 6% я хоть что-то получаю. Вот недавно у меня ковид был, я болел очень сильно. Поехал в больницу, за мной очень хорошо ухаживали. Я выздоровел. За такой визит я в Америке бы сейчас разорился. Okay? А здесь за 6% за налоги хоть тебе что-то за это дает. В Америке это вот фиг тебе дают за такие деньги. Ну, в общем, я до сих пор репетиторством занимаюсь, и, конечно, я сейчас стримером уже сколько там, больше 2 лет чем-то, да. Я хочу что-то интересное показать. Вы просто сами будете действительно удивлены. Вот еще один стример в моей категории, у него там 16 тысяч фанатов, да, 16 тысяч фанатов. А вот у меня, ну, где-то 1 тысяча, да, почти. А вот что самое интересное. Почему у него доход меньше? Не, ну я не буду врать. Я в прошлом месяце заработал где-то $1000 с чем-то за 1 месяц. Это нормальные деньги в рублях, кстати. А почему у него столько много зрителей, и у него доход меньше? Как-то странно. И я смотрю на все. И это очень, очень легко ответить. Он нудный. Действительно нудный. Да. И тем более он считается себя вот профессиональным стримером. Это у него единственная работа. Ну, конечно, в реальности он в России не живет. В реальности он просто живет на спине налогоплательщиков, понимаешь? Ему 20 чем-то лет, пусть он работу ищет себе настоящую, действительно. Ну, а почему об этом я вам рассказываю? Ну, сейчас мы до этой темы дойдем. У этих других стримеров зависть есть, и они тебе об этом скажут, окей? Смотри, как я трудюсь для своего канала. Я после работы прихожу, пишу всякие сценарии, пишу шутки, сочиняю смешные видео, беру уроки актерского мастерства. Я целый дизайн делаю, костюмы от боевой точки. Беру, смотрю, например, как это боевая точка. О, давай персонаж создам прямо от этой вещи. И создаю. Okay? У меня даже одна девушка, которая приходит, она в театре работает, просто очень профессиональная девушка. Она знает свою деятельность и так далее. И она иногда мне грим делает, и так далее, и костюм, и все остальное. Okay? Смотрите, вот какой у меня эквипмент, микрофон и так далее, зеленый экран и цвет. А вы помните, с чего мы начали? Вы помните, это день и ночь, просто разница большая. Ну, действительно, потому что мои фанаты просто самые такие щедрые люди, которые я знаю. Просто щедрые, замечательные люди. И если я не буду трудиться для своих фанатов, это просто будет наглость, понимаете? Деньги не растут просто там на дереве. Если они готовы столько отдавать, конечно, я буду и инвестировать и в костюмы, и сюда приводить профессионалов и так далее. И просто буду трудиться на своем канале, потому что если они верят в меня, я просто до сих пор в шоке. Так что я буду для них все возможное делать, чтобы им было весело в моем канале, и на всю катушку буду их развлекать. Окей? Мне это важно. А насчет других стримеров я хочу вам сказать. Вот, не все, конечно. Ну, видно эффект есть, что у них зависть есть. Вот один стример, например, попросил своих зрителей донос на меня написать на Twitch, чтобы Twitch мне полный запрет сделать. У него ничего получилось. Я до сих пор на Twitch. В общем, другой стример мне в лицо говорит: мы все друзья, мы все в община, комьюнити, как на английском говорит. А потом на своей передаче она всякую ложь про тебя сочиняет. Или вообще злится, когда
тема начинается о мне, говорит, в ее канале. Это такой популярно становится, я даже не ожидал такой результат. Ну, в общем, в ее канале о мне начинают говорить, а она начинает злиться. Почему о мне говорят? Да. А другой еще стример вообще угрожал меня доносить на Twitch за какое-то типа нарушение правила он придумал. Никакого нарушения не было. И, конечно, я до сих пор на Twitch. Так что ничего у него не получилось. А в чем проблема? Почему они так себя реагируют? Зависть. Простая зависть. Смотрите. Их устраивало просто игру играть и от этого получать донат. И ничего ни хрена не делать. Они не хотят работать на контенте. Они не хотят писать материал. Им творчество не интересно. А я считаю, что зрители не просто пришли там посмотреть, как кто-то играет игру. И они пришли, чтобы целый шоу посмотреть, понимаешь? Целый шоу. Так что от зависти они стараются тебя выдавить. Чтобы было как все раньше. Ну, я их отбиваю. Okay? Я устаиваю свое дело. Знаете, вот сейчас в это время то же самое насчет санкций, то же самое делают. Потому что, смотрите, они на Россию ставят всякие санкции, потому что они не хотят конкурировать в свободном рынке. И уже так сотни лет. Уже так сотни лет случается. Сотни лет наши враги старались от зависти у нас забрать то, что наше. То, что наше. Уже сотни лет мы их отбиваем. Они хотят нас это убить, от нас украсть и нас погубить. А мы их останавливаем. Благодаря нашим военнослужащим. Так что в это февраля 23-го скажи спасибо тем, кто защищает наши свободы от всех врагов. Всем с праздником, мужики! 222 внимание, курс на маяк 2450. Внимание, расчет! Получен приказ на приведение РВСН в боевую готовность. Внимание, расчет, получен приказ в боевой режим. Вот! Есть пуск! Есть контакт, подъема! Боевая тревога! Есть ракетный шаг номер 1.